Мира вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мой мастер-класс будет отличаться от обычных, привычных вам уже, тем, что не будет в начале презентации готового изделия. Но в любом случае, для вашего удобства показываю в самом начале образец узора. Если такой формат мастер-классов вам понравится, то впредь узоров на моем канале станет больше. Об этом, пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим видео. А во всем остальном данный видеоурок не будет отличаться от остальных моих на канале. Вязать буду образец из пряжи Alize Diva Silk Effect. 100 граммах это 350 метров. И цвет номер 463. Крючок использовала 2,5 миллиметра. Итак, начинаем вязание. В самом начале делаем волшебное кольцо. И делаем первую петлю. Колечко можно для удобства затянуть, либо оставить так. Итак, мы сделали одну петлю, делаем вторую и третью. 3 воздушные петли равно столбик подъема. Накид на крючок и в кольцо провяжем столбик с одним накидом. Теперь делаем одну воздушную петлю, накид на крючок, в кольцо, столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид, сюда же в кольцо, столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли и в кольцо повторяем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, еще воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, делаем накид и сюда же провязываем еще один второй столбик с накидом. Теперь колечко можно затянуть. Кстати, можно начинать вязание не с волшебного кольца, а сделать 8 воздушных петель, колечко замкнуть и в него уже провязать вот этот вот первый ряд. Итак, начинаем второй ряд. Делаем 3 воздушные петли. Это у нас столбик подъема. Вязание поворачиваем. Делаем накид на крючок. И в следующий столбик, в его вершину, провязываем столбик с одним накидом. 2 столбика у нас должно быть вместе со столбиком подъема. Теперь 2 воздушные петли, делаем накид и третий столбик, вот он, в его вершину нам нужно провязать веер из 5 столбиков с накидом. 1, сюда же в эту же петлю провязываем второй столбик, в эту же петлю третий столбик, четвертый и пятый. Сделали веер из 5 столбиков с накидом. Теперь 2 воздушные петли, делаем накид, вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли, вершину следующего столбика, столбик с накидом,
Далее 2 воздушные петли, накид, и следующий столбик провяжем веер из 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый и сюда же 5 столбик с накидом. Вот наш веер. Теперь 2 воздушные петли, следующий столбик с накидом. У нас осталось 2 столбика в конце. И делаем накид. Тут у нас самый последний — это столбик подъема. В третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Мы закончили с вами второй ряд. И приступаем к вязанию третьего ряда. Начинаем также 3 воздушные петли, вязание поворачиваем, вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом. Теперь делаем еще 2 воздушные петли, 1, 2, делаем накид на крючок, и теперь будем обвязывать наш веер. В вершину первого столбика веера просовываем крючок, захватываем ниточку, вытягиваем и просовываем нить еще через 2 петли. 2 петли оставляем на крючке. Делаем накид. В эту же петлю просовываем крючок, захватываем нить еще раз, просовываем сквозь 2 петли. На крючке должно быть 3 петли. Теперь провязываем 3 петли вместе. Мы провязали 2 столбика с накидом с одной общей вершиной и с одним общим основанием. Теперь делаем 3 воздушные петли, делаем накид на крючок и в следующий столбик веера также провяжем 2 столбика с накидом с одним общим основанием и с одной общей вершиной. В одну петлю провязали 2 столбика с накидом не до конца и 3 петли на крючке провязали вместе. Теперь 3 воздушные петли, накид, вершину следующего столбика веера провязываем столбик с накидом не до конца, сюда же второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, их провязываем вместе. 3 воздушные петли, вершину следующего столбика веера, столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке провязали вместе. 3 воздушные петли, и у нас остался 5 столбик веера. В его вершину провязываем также 2 столбика с накидом с одной общей вершиной и с одним общим основанием. У нас должно быть таких вот 5 лепесточков. Теперь делаем 2 воздушные петли. Далее у нас идет столбик с накидом. В первый столбик с накидом провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Теперь еще один столбик. В него также провязываем столбик с одним накидом. Это у нас как бы идет центральная часть. Теперь 2 воздушные петли и также обвяжем веер, как и первый. Вершину первого столбика веера
столбик с накидом не до конца, сюда же второй столбик с накидом не до конца. На крючке 3 петли, провязали их вместе, делаем 3 воздушные петли. В вершину второго столбика 2 столбика с накидом с одной общей вершиной и с одним общим основанием. 3 воздушные петли. Вершину третьего столбика веера столбик с накидом не до конца 1, сюда же столбик с накидом не до конца 2. 3 петли провязали вместе и делаем 3 воздушные петли. Вершину четвертого столбика веера столбик с накидом не до конца 1 и 2. 3 петли провязали вместе. Далее также делаем 3 воздушные петли, 2, 3, накид, и у нас остался 5 столбик веера. В его вершину 1 столбик с накидом не до конца, 2 столбик с накидом не до конца. 3 петли провязали вместе. Теперь 2 воздушные петли, и в конце у нас 2 столбика. В вершину каждого из них по одному столбику с накидом. Столбик с накидом 1, и последний у нас столбик идет столбик подъема из 3 воздушных петель. Вот в третью воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Мы с вами закончили 3 ряд. Переходим к вязанию следующего 4 ряда. Делаем 3 воздушные петли, вязание поворачиваем, делаем накидный крючок, следующий столбик провязываем столбик с накидом. Теперь делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Далее между 2 парными столбиками под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. Под следующую цепочку столбик без накида. 3 воздушные петли. Под следующую цепочку столбик без накида. 3 воздушные петли. И под следующую цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. Веер наш обвязали. Теперь делаем 4 воздушные петли. По центру у нас идут 2 столбика. Вот вершину первого столбика провязываем столбик с накидом. Между ними идут 2 воздушные петли. Мы также провязываем 2 воздушные петли. И в вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом. Это у нас 2 центральных столбика идут. Далее 4 воздушные петли. Вторую часть также зеркально повторяем. Между 2 парными столбиками веера под цепочку провязываем столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. Под вторую цепочку столбик без накида. 3 воздушные петли. Следующую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли, и под последнюю цепочку столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли, и в конце, как обычно, 2 столбика с накидом. В вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом, делаем накидный крючок, и в вершину столбика подъема в третью воздушную петлю также столбик с одним накидом. Закончили мы с вами 4 ряд и начинаем 5. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем, и в этом ряду у нас будут добавляться новые веера. В вершину второго столбика провязываем столбик с накидом,
одну воздушную петлю, сюда же в эту же вершину второй столбик с накидом, воздушную петлю и сюда же третий столбик с накидом. Здесь мы уже начинаем следующий большой веер. Начинаем с малого. Начинается он так же, как и предыдущие вот наши два больших веера из 3 столбиков с накидом. Далее делаем 4 воздушные петли под первую цепочку из 3 воздушных петель, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли под вторую цепочку из 3 воздушных петель, столбик без накида. 3 воздушные петли и под третью цепочку столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И здесь в первый столбик центральных 2 столбиков мы провяжем еще один такой маленький веер. Делаем вершину первого столбика столбик с накидом, одну воздушную петлю, сюда же второй столбик с накидом, воздушную петлю и в эту же петлю третий столбик с накидом. Так, здесь у нас также будет начинаться большой следующий веер. Делаем 2 воздушные петли и также зеркально повторяем вторую сторону. Во второй столбик центральных столбиков провязываем такой же веер, то есть столбик с накидом, воздушная петля, сюда же еще один столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Вот так у вас должно получиться. Теперь 4 воздушные петли под первую цепочку из 3 воздушных петель, столбик без накида, 3 воздушные петли, под вторую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли и под третью цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли в первый столбик 2 наших последних столбиков, самый первый, провязываем такой же мини-веер, то есть столбик с накидом, 1 воздушная петля, сюда же в эту же петлю второй столбик с накидом, воздушная петля и сюда же третий столбик с накидом. Такой же веер маленький сделали. Делаем накид на крючок и в вершину столбика подъема в третью воздушную петлю провязываем столбик с 1 накидом. Закончили мы с вами на этом 5-й ряд. И приступаем к вязанию следующего 6-го ряда. Делаем 3 воздушные петли, вязание поворачиваем. Теперь следующий столбик, то есть первый столбик веера, провязываем столбик с 1 накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2. Следующий столбик веера провязываем веер из 5 столбиков с накидом. Первый столбик, сюда же в эту же петлю второй столбик, третий, 4 и 5. Провязали веер из 5 столбиков с накидом. Далее набираем цепочку из 4 воздушных петель.
Под первую цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида, делаем 3 воздушные петли и под вторую цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. Далее 4 воздушные петли. Смотрим наш маленький веер. Первый столбик пропускаем. Во второй столбик, в его вершину провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, сюда же третий столбик, четвертый и пятый. Далее делаем 2 воздушные петли и в следующий столбик от этого маленького веера предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли в следующий столбик, это первый столбик веера предыдущего ряда, провязываем столбик с одним накидом. То есть сейчас мы провязали 2 центральных столбика. Далее делаем 2 воздушные петли. Во второй столбик веера провяжем веер из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали веер из 5 столбиков с накидом. Теперь 4 воздушные петли. Под первую цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида, 3 воздушные петли. Под вторую цепочку столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Последний наш мини-веер. Первый столбик пропускаем. Во второй столбик провязываем веер из 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, сюда же 4 и 5. Провязали веер из 5 столбиков с накидом, делаем 2 воздушные петли. В следующий столбик, третий столбик веера, провязываем столбик с накидом и в последний столбик подъема предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Закончили мы с вами 6-й ряд. На этом этапе начинающиеся веера уже закончились. Скорее всего, этот узор называется ананас, но мне напоминает раскрывшиеся шишки сосны. Маме моей вообще напоминает клубнику почему-то. В общем, начинаем следующий 7-й ряд. Делаем 3 воздушные петли, вязание поворачиваем. Следующий столбик провязываем столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли. Теперь вершину первого столбика веера предыдущего ряда провязываем столбик с накидом не до конца. Сюда же второй столбик с накидом не до конца. На крючке 3 петли провязали вместе. Делаем 3 воздушные петли. Во второй столбик веера также столбик с накидом не до конца. Сюда же второй столбик с накидом не до конца. Провязали 3 петли на крючке вместе и делаем 3 воздушные петли. Следующий столбик веера также столбик с накидом не до конца 1, столбик с накидом не до конца 2. 3 петли на крючке провязали вместе. 3 воздушные петли. 4-й столбик веера. Столбик с накидом не до конца 1,
Сюда же столбик с накидом не до конца 2, 3 петли на крючке провязали вместе и 3 воздушные петли. Остался последний 5-й столбик веера. В него также провязываем 2 столбика с накидом с одной общей вершиной и с одним общим основанием. 3 петли на крючке провязали вместе. У нас должно получиться 5 парных столбиков. Далее набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Еще 4 воздушные петли. Делаем накидный крючок. И также веер предыдущего ряда обвязываем. Вершину первого веера 2 столбика с накидом с одной общей вершины, 3 воздушные петли. Вершину второго столбика 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 3 воздушные петли. Следующий столбик 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 3 воздушные петли. В 4-й столбик веера 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 3 воздушные петли. И в 5-й столбик веера 2 столбика с накидом, провязанные вместе. Итого у нас должны 5 парных столбиков также быть здесь. Теперь делаем 2 воздушные петли. Первый столбик центральных столбиков, столбик с накидом, 2 воздушные петли. Во второй столбик центральных столбиков столбик с накидом. И теперь зеркально провяжем вторую сторону ряда. 2 воздушные петли. Вершину первого столбика 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 3 воздушные петли. Следующую петлю 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 3 воздушные петли. Следующую петлю 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 3 воздушные петли. Вершину следующего столбика 2 столбика с накидом, провязанные вместе, 3 воздушные петли. И вершину последнего столбика веера 2 столбика с накидом с одной общей вершиной, 4 воздушные петли. Под цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида, 4 воздушные петли. И последний веер в этом ряду провязываем также. Вершину первого столбика 2 столбика с накидом, провязанные вместе, 3 воздушные петли. Вершину второго столбика 2 столбика с накидом, провязанные вместе, 3 воздушные петли. Вершину третьего столбика 2 столбика с накидом, провязанные вместе, 3 воздушные петли. Вершину четвертого столбика 2 столбика с накидом, вместе провязанные, 3 воздушные петли. И в вершину последнего 5-го столбика 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Теперь делаем 2 воздушные петли. Последние 2 столбика провязываем в каждый столбик по одному столбику с накидом. Провязали мы с вами 7-й ряд и приступаем к вязанию 8-го ряда. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем. Вершину следующего столбика провязываем столбик с накидом. Делаем 4 воздушные петли. Под цепочку между 2 парными столбиками провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Под следующую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли. Под следующую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли. И под последнюю цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. Теперь, когда у нас закончился один веер, обвязывать мы его закончили цепочками,
Набираем цепочку из 4 воздушных петель, делаем накид на крючок. И вот посмотрите, наша шишечка, хочу сказать, наш ананас закончился, когда в предыдущем ряду в столбик без накида мы провяжем столбик с одним накидом. Делаем 4 воздушные петли и между двумя парными столбиками следующего веера под цепочку провяжем столбик без накида. 3 воздушные петли под следующую цепочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Обвязали веер цепочками. Теперь делаем 4 воздушные петли, и у нас центральные 2 столбика. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом, делаем 2 воздушные петли, вершину второго центрального столбика, столбик с накидом. Далее зеркально провяжем вторую часть этого ряда. Также сам 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, под цепочку между парными столбиками столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, под последнюю цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. Закончили обвязывать веер цепочками, делаем 4 воздушные петли, накид на крючок, и в столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. 4 воздушные петли, между парными столбиками следующего веера под цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и последний столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. Теперь 4 воздушные петли и в конце 2 столбика провязываем столбик с накидом в первый столбик и столбик с накидом в столбик подъема. Закончили мы с вами 8 ряд и начинаем следующий 9 ряд. Начинаем также, набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем, первый столбик провязываем столбик с накидом, делаем 1 воздушную петлю, сюда же провязываем второй столбик с накидом, воздушную петлю и в эту же петлю 3 столбик с накидом. То есть у нас этот ряд будет уже с добавлением новых вееров. Далее 4 воздушные петли, под цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида, 3 воздушные петли, под вторую цепочку столбик без накида, 3 воздушные петли, под третью цепочку столбик без накида. Далее смотрим, в предыдущем ряду между веерами у нас столбик с накидом, в него провяжем такой же мини столбик. Сначала набираем цепочку из 4 воздушных петель и вершину вот этого одного столбика с накидом провязываем столбик с накидом, 1 воздушную петлю, сюда же второй столбик с накидом, воздушную петлю и в этот же столбик 3 столбик с накидом. То есть у нас закончился один ананас и будет здесь начинаться сразу следующий. Набираем цепочку из 4 воздушных петель, под цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и еще 1 столбик без накида. В этом месте такой же веер мы должны начать здесь
по центру. Для начала 4 воздушные петли в первый центральный столбик из двух центральных набираем столбик с накидом, воздушная петля, второй столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Такой вот веерок. Теперь 2 воздушные петли и зеркально повторяем ряд. Следующий столбик центральный, также столбик с накидом, воздушная петля, второй столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Далее 4 воздушные петли под первую цепочку из 3 воздушных петель, столбик без накида, 3 воздушные петли, далее второй столбик без накида, 3 воздушные петли и третий столбик без накида. Тут также 4 воздушные петли в столбик с одним накидом, провязываем маленький веер, то есть столбик с накидом, воздушная петля, второй столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Далее 4 воздушные петли под первую цепочку из 3 воздушных петель, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Далее в конце, так же как и в начале, мы должны сделать новый мини-веер. 4 воздушные петли в первый столбик с накидом в конце ряда, провязываем столбик с накидом, воздушную петлю, сюда же второй столбик с накидом, воздушную петлю и третий столбик с накидом в эту же петлю. Делаем накид, вершину столбика подъема предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Закончили мы с вами 9 ряд, и у нас тут должно быть 1, 2, 3, 4, 5 и 6 новых маленьких вееров. Когда у нас заканчивается один ананас, сразу над ним начинается следующий. Итак, теперь хочу показать вам раппорт узора. Раппорт узора состоит из 4 рядов. Это 6, 7, вот он 6 ряд, 7, 8 и 9 ряд по узору. Они будут повторяться, чередоваться. 6, 7, 8, 9. Вот следом мы закончили 9 ряд, следом у нас будет идти 10. 10 мы будем провязывать так же, как и 6 ряд, вот тут. То есть будем провязывать веера из 5 столбиков. Далее 11 ряд. 11 такой же, как и 7. Будем парные столбики провязывать. 12 ряд такой же, как и 8. И 13 ряд такой же, как и 9. Узор очень легко вяжется. Вообще у вас 100% не будет с этим никаких проблем. Не забываем провязывать каждый веер. И когда начинаем, вот как в 9 ряду, новые веера, в начале, в конце и по центру тоже также мы их провязываем. То есть начинаем новые веера. Еще посмотрите, в каждой нашей половине шали у нас будет добавляться всегда по одному ананасу. Это 1 ананас, далее 2 ананаса. Теперь вот мы сделали уже 3 новых веера в этой половине, то есть будет 3 ананаса, далее 4, 5 и так далее. Вы с этим не запутаетесь однозначно.
Далее продолжайте вязать столько, сколько вам нужно, для того, чтобы ваше изделие было нужного вам размера. А я провязала еще несколько рядов, для того, чтобы образец был немного больше и узор было лучше видно. Кстати, этот образец я уже пропарила, и в пропаренном варианте мне, конечно, из этой пряжи изделие всегда нравится намного больше. Итак, далее вяжите до нужного вам размера шаль. Нужно упомянуть еще про обвязку. Нижние две стороны рекомендую закончить таким же рядом, как и 9. То есть вот так у нас должны начинаться новые веера. И обвязать эти края можно просто столбиками без накида. Можно сделать один ряд, либо 2 ряда. Каждую петельку по одному столбику без накида по цепочке. Тут цепочки из 4 воздушных петель. Можно по 3. Либо если вы туго вяжете, то по 4 столбика без накида. И верхний край также лучше было бы, конечно, для того, чтобы было ровнее, обвязать хотя бы просто столбиками без накида. То есть нижний край обе стороны столбиками без накида и верхний край также столбиками без накида. Каждый столбик по краю обвязываем 3 столбиками без накида. И посмотрите по центру. Вначале, помните, я говорила о том, что можно начинать не из волшебного кольца, а из воздушных петель. Вот, если мы затягиваем это волшебное кольцо, то у нас так некрасиво получается. Поэтому, если вы так же, как и я, начинали из кольца амигуруми, то вытяните ниточку, сделайте здесь это колечко такого размера, чтобы узор красиво ложился, чтобы не стягивал узор и был он такого вот нормального состояния. И потом, когда будете обвязывать верхний край, дойдете до середины и просто обвяжете вот так вместе с этим хвостиком, обвяжите столбиками без накида. Покажу поближе да поподробнее. Вот верхний край. Каждый столбик обвязываем столбиками без накида. То есть по 3 столбика без накида, если вы вяжете туго. Либо просто поменяйте крючок на пол размера меньше. И вот доходим до центра, когда обязательно хвостик вытягиваем. И вместе с этим хвостиком провязываем также столбиками без накида. Если у вас возникнут вопросы, пишите в комментариях, будем разбираться с вами. Прикрепляю здесь для вашего удобства схему данного узора, полную схему. Можете сделать себе скриншот экрана, либо можете пройти в описании под видео, а также в описании канала. Я оставляю ссылки на свои социальные сети. Там можете скачать данную схему, а также другие схемы по моим мастер-классам в хорошем качестве. Оставляю пока это все в открытом доступе, поэтому проходите, пользуйтесь, сохраняйте себе, скачивайте, распечатывайте, делайте так, как вам удобно. Только для вас я рисую эти схемы. Итак, как довяжете изделие до конца, сделайте обвязку по краям, то можно еще и украсить бахромой, например. На этом все, мастер-класс окончен. Вязала как-то давно данную шаль из этого узора, мне очень нравится. Но, к сожалению, не могу сказать вам, какой может быть расход пряжи и каким получится размер изделия. Могу лишь по своему скромному опыту предположить, что для такой шали вместе с бахромой понадобится 3-4 моточка данной пряжи. На этом все. Не забудьте подписаться на канал, а также на мои социальные сети. Надеюсь, данный мастер-класс будет вам полезен. Пишите об этом в комментариях. Желаю всем нам мира и до скорой встречи в следующем видео.